Итак, всем привет, народ! Как вы уже поняли из названия видео, сегодня я хочу вам похвастаться, представить, показать свою новую печку, которую изготовили по моим размерам мне на заказ. Вот эта печь, это старая печь, на которой я уже много лет готовлю. Она была просто сделана на скорую руку. Обзор этой печки у меня есть на канале. Она неплохая, на самом деле. Очень, сколько уже, несколько лет она служит. Но когда я начал уже вдаваться в подробности, как это правильно все, какие стандарты есть, данная печь, она немного не соответствует там требованиям, стандартам. Вот. И разрешите вам представить по моим заказам, по моим размерам, по моим желаниям была изготовлена вот данная печь. Я объясню, во-первых, в чем разница. По высоте именно от пола и до верхней кромки, здесь это по желанию. То есть здесь зависит просто размер ножек. Вот данная печь, она сколько? 79, ну там 80-79 сантиметров. Это чтобы вам было комфортно стоять. Вот эта печь по высоте получается 86. То есть она на 6 сантиметров, почти на 7 выше. В принципе, меня и по высоте и здесь комфортно, и здесь, да, то есть 79-86. Данная печь, диаметр трубы, я сейчас поближе еще камеру поднесу. У данной печи диаметр получается 33, внутренний диаметр. Объясню, для чего и почему, и как я к этому дошел. То есть у меня казан на 8 литров, если я его ставлю, у меня получается, что он не полностью, во-первых, погружается. То есть мне было необходимо, чтобы казан полностью погружался и все стенки полностью прогревались. Это первое. Соответственно, был взят размер побольше радиус, диаметр. И самое основное, это, если посмотреть, у меня получается колосник, да, то есть дно казана у меня где-то примерно вот здесь. Получается здесь 35 сантиметров от непосредственно пламени, да, от основного жара до дна казана. В данной печи, обратите внимание, здесь получается высота всего 32 сантиметра. То есть, ну, если мы опускаем в него казан, то у нас получается почти, наверное, сантиметров 20, ну, может быть, 25 до дна казана. То есть вот за счет вот этого расстояния, получается, были очень большие потери. Потери по теплу, да, то есть казан не полностью прогревался. Вот. Здесь сейчас я поднесу камеру и расскажу уже подробно. То есть по этим размерам, ну, здесь понятно. Дверца общая, обратите внимание, она здесь общая для зольника и для дров. У нас получается 21 сантиметр. Здесь у нас 15 сантиметров, то есть погрузочное окно и отдельно зольник. Его обязательно, здесь получается сколько, 9, ну 10 сантиметров. Зольник и ядро, ну и основную печь обязательно нужно разделять. Для чего это делается, сами понимаете, да? То есть сюда дрова закинули, дверь закрыли, приоткрывая зольник, мы, естественно, уже регулируем подачу воздуха и разжигать, ну, насколько будет разжигаться пламя. Теперь, что касается непосредственно конкретно этой печи, вот какие мне размеры были нужны. Мои запросы, мои критерии были таковы, то что у меня 8-литровый казан. Получается, его диаметр по нижнюю кромку, вот здесь, где-то 350 миллиметров, 35 сантиметров, там как хотите, кому как удобно. Соответственно, сюда он до конца не опускается. Я планирую в будущем взять побольше еще казан. Соответственно, уже с заявкой на будущее я попросил так, чтобы у меня печь была пошире и под более объемный казан, там под 12-литровый или под 16-литровый. Значит, здесь у нас получается диаметр 40
То есть был взят лист железа, прокатан, шов вот в этом месте пустили. Форма казана на самом деле мне была не принципиальна. Просто человеку было удобнее так из листа прокатать. Я попросил, можно и сделать квадратный казан. Просто нужно будет вырезать плиту и вырезать отверстие именно под казан. Было принято решение прокатать. Хорошо, сделали такой. То есть 40 у нас получается диаметр. Ну, как вы понимаете, мой казан сюда никак не встает. Соответственно, было сделано из 10-миллиметровой стали вот такое кольцо. Толщина стали здесь на самом деле не сильно влияет. Просто был такой именно кусок. Сделали из него. То есть было вырезано наружу, понаружи. Оно получается, это кольцо 45. По внутреннему диаметру оно получилось 35. Соответственно, мы берем казан. Вставляем. И, как видите, он погружается полностью. Вот это расстояние было, опять же, сделано специально для того, чтобы можно было подсунуть пальцы и вытащить его из очага. Соответственно, здесь у нас получается расстояние. Вот у нас дно казана. Оно где-то примерно вот здесь. У нас получается от очага до дна казана, где-то 20-23 сантиметра. Я уже попробовал эту печь в деле, она реально экономит дрова, да, то есть здесь не нужно уже большое количество дров, так как объем меньше, расстояние до дна казана меньше, он прогревается сильнее и равномернее, ну и, соответственно, получается вот так, да, то есть 40 я сказал, кольцо я сказал, дверца у нас, ну это уже было пожелание именно человека, который мне делал, мой отец, именно сделать дверь, видите, да, не нахлест, а сделано, получается, если ее закрываешь, она закрывается за подлицо. То есть, это не важно, на самом деле, можно и нахлест, главное, чтобы она плотно закрывалась. С зольником то же самое. То есть размеры, получается, проемов. Здесь 18 сантиметров, здесь 10 сантиметров. Непосредственно высота самой печки получается 50. То есть был лист 50-сантиметровый, из него скатали. Ножки, обычная квадратная труба любого размера. Днище обычное, также из листа вырезано диаметром, чтобы встало внутрь. Там 38. Здесь 3-миллиметровая сталь получается, толщина 3-миллиметровая. Вот эти уголки сделано для того, чтобы можно было эту площадку прикрутить. Здесь есть отверстие, резьба. Мы прикручиваем площадку, чтобы она не двигалась. Здесь получается из 3-миллиметровой стали было сделано переходное кольцо непосредственно под кастрюли, под сковородки небольшие. То есть так, чтобы можно было готовить на огне. Сейчас я продемонстрирую. То есть вот через эту переходную пластину я могу спокойно сюда поставить котелок и варить, грубо говоря, любой суп. Варить я могу, конечно, в казане, но теперь я могу еще и вот так. И также специальное отверстие 24 сантиметра здесь. Да, здесь 24 сантиметра под сковородку. У меня есть чугунная сковорода специально для открытого огня. То есть сюда спокойно погружается сковородка и можно жарить, готовить еду. Давайте теперь поближе покажу все. Вот зольник из обычной арматуры сварен по кругу. Он просто вставляется внутрь печки, и вот такие приваренные арматурины параллельно друг другу. То есть вот так это выглядит. Здесь замки. Сейчас фокус наведем. То есть вот замки просто наварены, перемычки, закрывается. Ничего здесь сложного. Через болт шестерочку.
обычные, купленные в любом магазине петли приварены. То есть вот так это выглядит вблизи. Вот так это выглядит снутри. Ну и здесь вот труба, да, сгон, так называемый. Вот какой был сгон старой моей печки, да, то есть он под 90 градусов. Здесь он именно закругленный. Ну и, естественно, это заслонка для регулировки тяги, для регулировки огня. Вот она сделана обычный болт, просверлен. Там были в заслонку наварены, на нее наварены 2 гайки. Ее туда подложили и просто этот болт вкрутили. Здесь он прошел насквозь. И это уже вот люди сами, отец мой, сделал, чтобы можно было фиксировать. То есть мы открываем заслонку, просто поворачиваем вот этот болтик. Видите, открыто-закрыто написано. Вот таким образом это выглядит. Ну, что хочу сказать. На самом деле печь, конечно, это намного лучше. Она более продуманная уже. Вот, ну, не знаю, максимально постарался объяснить. На самом деле ничего сложного, еще раз говорю, нет. Форма круглая, квадратная, не имеет значения. Здесь основное решает это высота от дна, ну, именно от дна печки до казана. Небольшая, то есть она должна варьироваться от 25 до 30 сантиметров. Обязательно отдельный дверца для того, чтобы можно было открывать или закрывать подачу воздуха. Здесь, то есть отсюда она подается и через трубу воздух выходит. Ну и вот обязательно вот регулировка. Прям она очень, она хорошо работает. Видите, уже я ее проверил, тут кое-что пожарил, вкусняшек. Вот, все. Вот такие вот печки. Если есть вопрос, пишите, задавайте. Постараюсь ответить максимально. Все, пока всем.